2026 год для рыб – это время внутренних открытий. Привычное чувство отложенности и ожидания уступает место осознанной жизненной позиции. Он не ломает привычный ритм силовым образом, не навязывает мгновенные перемены. Сначала все происходит внутри, в тихих озарениях, в легком, почти незаметном напряжении, когда внутри шевелится мысль «пора действовать». Рыбы чувствуют, что старые оправдания больше не работают. Этот год не о громких событиях, он о понимании собственной ценности и ответственности. Каждое решение приобретает вес, каждое чувство становится сигналом, требующим внимания. То, что раньше откладывалось на потом, начинает ощущаться как упущенное время, и внутри появляется стремление к действию, даже если оно еще не оформлено словами или не подтверждено обстоятельствами. 2026 год ломает иллюзию паузы и дает ощущение внутренней силы, осознание, что жизнь начинается не тогда, когда удобно, а тогда, когда решаешь идти. Этот шаг не резкий, не шокирующий. Он мягко и непреклонно создает новый ритм, в котором рыбы становятся активными участниками собственной судьбы. Давайте посмотрим на общую картину года. Сатурн, Нептун, узлы и затмения формируют год честным и требовательным. Энергия 2026 года строит внутреннюю опору и заставляет рыб смотреть на себя без прикрас. Удача перестает быть случайной. Она проявляется там, где есть ответственность, где есть выбор и готовность видеть реальность такой, какая она есть. В этом году рыбы учатся распознавать моменты поддержки и видеть, где нужно действовать самому. Финансовая реальность требует взрослого подхода. Она не обещает легких решений, но награждает осознанностью, честностью и умением планировать. Год показывает, где расходуются ресурсы впустую, где сделки и отношения невыгодны, и где пора перестать соглашаться на меньшее, чем вы заслуживаете. В профессиональной сфере появляются вопросы, которые нельзя игнорировать. Чего я действительно хочу? И где мое место? Рыбы начинают различать, что приносит внутреннюю радость и ощущение смысла, а что тянет назад. Изменения могут быть незаметны для окружающих, но для внутреннего состояния оказываются решающими. Новое направление, смена формата работы, отказ от ролей, которые больше не соответствуют внутреннему росту. В личной жизни и отношениях год убирает полутени. Любые связи, построенные на компромиссах или иллюзиях, становятся прозрачными. Рыбы ощущают, что старые схемы больше не работают, и если они хотят гармонии, необходимо действовать осознанно. Отношения начинают проверяться на честность и глубину. Те, что выдерживают испытания, становятся устойчивыми и приносят радость и поддержку. Те, что не выдерживают, постепенно уходят, оставляя пространство для нового и настоящего. Год требует открытости. Чтобы сохранить близость, нужно говорить прямо о чувствах, ожиданиях и границах. В сфере здоровья тело и психика становятся союзниками. В 2026 году рыбы начинают внимательно следить за сигналами организма. Где накопилась усталость, где стресс достиг предела и где давно требуется пауза. Здоровье больше не воспринимается как данность. Оно требует внимания, заботы и системного подхода. Важность баланса проявляется во всех сферах, от сна и питания до умения защищать личное пространство. Год учит, что без внутренней гармонии тело не сможет поддерживать истинные цели и устремления.
Давайте подробнее рассмотрим каждый месяц. Январь. Подготовка к движению. Январь не требует действий, он задает ритм. Солнце в Козероге создает сосредоточенность и желание навести порядок. Рыбы ощущают потребность закрыть старые дела, распрощаться с тем, что мешает, и взглянуть на планы со свежей перспективы. Полнолуние в Раке 3 января поднимает тему внутренней безопасности, семьи и дома. Возникает понимание, что многое в жизни строилось вокруг иллюзий безопасности, и что настоящая опора формируется внутри. Новолуние 18 января в Козероге создает точку ответственности. Оно не дает мечтать, оно требует решать и действовать. Конец месяца с переходом планет в Водолей приносит ощущение, что внутри созревает решение, которое еще не оформлено словами, но уже ощущается всем телом. Январь не толкает вперед, он готовит почву, укрепляет внутреннюю ось и создает энергию для первых шагов. Февраль. Первые проблески будущего. Февраль становится месяцем, когда привычные ориентиры перестают работать, а внутри появляется ощущение растерянности, но именно она помогает увидеть, что старые схемы больше не поддерживают движение. Солнечное затмение 17 февраля в Водолее запускает новый жизненный сюжет. Рыбы начинают осознавать, что их роль в мире меняется, и что старые модели поведения больше не актуальны. Сатурн вносит акцент на ответственность. Перекладывать решения на других больше невозможно. Февраль требует внимательного наблюдения и внутреннего присутствия. Важно видеть, что уходит само, а где необходимо вмешательство. Энергия месяца напоминает, что будущее проявляется не в действиях, а в честности с собой, в принятии изменений и в готовности действовать, когда наступит момент. Март. Первые осознанные шаги. Март приносит ясность через события и внутренние переживания. Лунное затмение и полнолуние в Деве выявляют области, где рыбы перегружены, забывают о себе или подстраиваются под чужие требования. С переходом Солнца в Овен после 20 марта появляется желание действовать, а не просто размышлять. Юпитер разворачивается в прямое движение, возвращая веру в рост и развитие. Март – это месяц первых осознанных шагов. Маленьких, но полностью своих. Рыбы начинают чувствовать, что именно они управляют своей жизнью, что внутренний компас работает, и что от их честного решения зависит дальнейший путь. Внутреннее состояние становится яснее, страхи больше не диктуют действия, сомнения постепенно уходят, уступая место осознанию собственной силы. Первые результаты уже проявляются в финансах, в отношениях и в карьере. Первые 3 месяца 2026 года – это подготовка к жизни, которую рыбы создают сами. Внутренние перемены оказываются значимее внешних событий. Каждое действие, каждое решение и каждая честная мысль формирует фундамент для настоящей жизни. Рыбы уже перестают жить на потом. Они начинают понимать, шаг в настоящую жизнь сделан, и теперь важно поддерживать его энергией, честностью и вниманием к себе. Апрель. Пробуждение действия и новые ориентиры. Апрель открывается для рыб как месяц возможностей, когда внутренний рост начинает проявляться во внешних действиях. Солнце входит в Овен 20 апреля, и энергия движения становится ощутимой. Желание действовать, проявлять инициативу, брать ответственность за собственную жизнь усиливается. Меркурий, меняя знак, открывает путь для новых идей и планов.
а внутри возникает чувство, что многое, о чем раньше только мечталось, теперь можно начать реализовывать. Венера в Тельце и Марс в Рыбах создают мягкий баланс между чувственностью и решимостью. Рыбы учатся действовать не только через эмоции, но и через четкое понимание своих возможностей. Этот месяц как будто спрашивает: «Ты готов действовать?» И внутренний ответ приходит через ощущение тела, через реакцию на события, через мелкие знаки, которые раньше оставались незамеченными. Рыбы начинают понимать, что сила проявляется через честность с собой и через внимание к реальным обстоятельствам, а не через иллюзии или надежду на случайность. Полнолуние 2 апреля в Весах подчеркивает баланс между личными желаниями и общественными ожиданиями. Рыбы ощущают необходимость выбирать, что действительно важно для них, а что лишь отвлекает от настоящей жизни. Нептун и Сатурн мягко, но настойчиво показывают: внутреннее ощущение свободы невозможно без дисциплины и структуры. Апрель становится временем, когда внутренние перемены начинают преобразовываться в конкретные действия. Рыбы учатся принимать решения без страха, начинают видеть первые плоды своей честности и последовательности. Финансы становятся прозрачнее, старые договоренности, которые мешали росту, уходят, а новые возможности появляются через внимание к деталям и готовность действовать. Май. Развитие и закрепление изменений. Май открывает период активной работы с ресурсами и направлениями жизни. Солнце доходит до Близнецов 21 мая, и энергия месяца наполняется любопытством, исследованием новых идей и возможностей. Меркурий и Венера поддерживают движение, создавая пространство для роста как внутреннего, так и внешнего. Рыбы начинают видеть результаты своих первых шагов. Что раньше казалось трудным и неопределенным, теперь обретает форму и смысл. Финансовые решения, принятые ранее, дают первые плоды, но требуют еще терпения и внимательности. Неустойчивые схемы уходят, а на их месте формируется стабильность. Марс в Овне усиливает решимость и напористость, помогает справляться с накопившейся усталостью и препятствиями. Внутреннее ощущение силы становится заметным. Рыбы чувствуют, что способны формировать собственную жизнь, а не ждать ее прихода. Это месяц, когда личная ответственность и осознанный выбор начинают давать ощутимый эффект. Новолуние 16 мая в Тельце подсказывает, где важно закладывать основу для будущих успехов. Рыбы учатся видеть, что изменения приходят постепенно, шаг за шагом, и что нет необходимости торопить события. Постепенность становится союзником. Каждый маленький результат укрепляет внутреннюю опору и создает ощущение контроля над судьбой. В отношениях появляются новые оттенки честности. Рыбы начинают видеть, какие связи приносят радость и поддержку, а какие лишь тормозят. Те, кто готов действовать открыто и честно, получают ощущение глубокой близости и гармонии. Но те, кто не готов, постепенно отходят, освобождая пространство для настоящих отношений. Забота о здоровье остается важным аспектом. Май подталкивает рыб обратить внимание на себя. Восстановление энергии, осознанный ритм, внимание к сигналам организма – все это становится частью новой внутренней силы. Тело и психика начинают работать как единый механизм, поддерживая движение к настоящей жизни. Июнь. Проявление силы и уверенности. Июнь открывает период, когда изменения начинают ощущаться не только внутренне, но и внешне. Солнце входит в Рак 21 июня, и энергия месяца создает фокус на эмоциональной стабильности, безопасности и собственных ценностях.
Меркурий в Близнецах способствует обмену идеями, коммуникации и уточнению планов. Рыбы чувствуют, что их усилия начинают приносить результат. Финансовые и профессиональные изменения, которые казались рискованными, становятся осязаемыми. Юпитер в Раке создает поддержку, усиливая чувство уверенности в собственных силах и правильности выбранного пути. Марс в Тельце и Венера в Раке помогает сочетать напористость с чувствительностью. Рыбы учатся действовать с уверенностью, но без лишней спешки, осознавая важность каждого шага. Новолуние 15 июня в Близнецах и полнолуние 30 июня в Козероге усиливает внутренний порядок. Каждое принятое решение, каждая осознанная смена привычек укрепляют ощущение движения к настоящей жизни. Июль – период зрелости и первых значимых проявлений. Июль открывает месяц, когда усилия первых 6 месяцев начинают приносить ощутимый результат. Солнце входит в знак Льва 23 июля, наполняя рыб энергией личной силы и видимости. Внутри возникает ощущение, что можно быть собой открыто, без масок и подстраиваний, и это осознание придает уверенности в каждом действии. Меркурий в Раке до конца июля помогает уточнять цели и строить планы на основе эмоций и логики одновременно. Внутреннее состояние становится острее. Рыбы ощущают глубину своих желаний и начинают их интегрировать в реальность. Марс в Близнецах подталкивает к активности, к новому опыту и коммуникации. Энергия месяца стимулирует взаимодействие, обмен идеями, возможность проявить себя в профессиональной сфере. Новолуние 14 июля в Раке подчеркивает важность внутренних ориентиров и ценностей. Вы начинаете видеть, что настоящая жизнь строится на честности с собой и на понимании, где границы, где опора и где ответственность. Полнолуние 29 июля в Водолее высвечивает связи, которые поддерживают рост и показывает, что те, кто не готов к честности, постепенно отходят. Забота о здоровье и состоянии в июле становится не опцией, а необходимостью. Рыбы учатся слушать тело, балансировать нагрузку и восстанавливать энергию. Это позволяет действовать с максимальной эффективностью и поддерживать внутренний ритм. Август – месяц осознанных действий. Август открывается Солнцем во Льве до 23 августа, создавая ощущение личной силы и способности влиять на события. С переходом Солнца в Деву энергия месяца становится более сосредоточенной на деталях, планировании и практических действиях. Меркурий в Раке и Венера в Деве усиливают внимание к окружению, к информации, к способам взаимодействия с другими. Рыбы начинают ощущать, что внутренняя ось стабильна, а возможности для проявления становятся более конкретными. Финансовые решения укрепляют положение, профессиональные инициативы начинают приносить плоды. Внутреннее состояние становится ясным. Страхи уменьшаются, сомнения уходят, а уверенность в своих силах возрастает. Лунные затмения и полнолуние 28 августа в Рыбах создают внутренние точки контроля. Рыбы ощущают, где необходимо завершение старых циклов, где пора закрывать прошлое, чтобы освободить место для нового. Энергия месяца помогает направлять внимание на конкретные цели и поддерживать баланс между личными потребностями и внешними обязанностями. Забота о здоровье остается важной. Вы понимаете, что энергия – это ресурс, который нужно беречь и направлять с умом. Сентябрь. Гармонизация и развитие личных целей. Солнце в Деве до 23 сентября делает акцент на деталях и концентрации.
Меркурий и Венера усиливают аналитические способности, внимание к задачам и взаимодействие с окружающими. Вы видите, что шаги, сделанные ранее, дают конкретные результаты. Финансовые процессы стабилизируются, карьера приобретает ясность. Внутренние ориентиры становятся точными и понятными. Внутреннее состояние спокойное и уверенное, но активное. Вы понимаете, что можете контролировать ход событий и направлять энергию туда, где она принесет наибольшую пользу. Новолуние 11 сентября в Деве подсказывает, где стоит концентрироваться, а полнолуние 26 сентября в Овне акцентирует инициативу и личные действия. Вы учитесь управлять своей жизнью, не теряя внутренней гармонии, и осознаете, что честность с собой – это главный источник силы. Забота о здоровье остается приоритетом. Рыбы продолжают следить за телесным и психическим состоянием. Вы понимаете, что гармония внутри напрямую влияет на успехи в жизни. Октябрь. Укрепление опоры и важные решения. Солнце в Весах с 24 октября акцентирует баланс и взаимодействие с внешним миром. Меркурий и Венера способствуют точной коммуникации, аналитике и планированию. Рыбы ощущают, что все предыдущие усилия дают плоды, и что сейчас важно укреплять то, что уже создано. Полнолуние 26 октября в Тельце поднимает вопросы ценностей и стабильности. Вы начинаете видеть, что внутренний рост становится прочной опорой для внешних изменений. Здесь важно оставаться честными с собой и делать выбор, исходя из собственной энергии и силы, но никак из внешнего давления. Забота о здоровье подталкивает к восстановлению. Вы понимаете, что энергия – это ресурс, который нельзя тратить впустую, и что внутренний баланс напрямую влияет на успехи во внешнем мире. Ноябрь. Движение к завершению года. Солнце в Скорпионе до 22 ноября создает глубокий эмоциональный фон. Меркурий и Венера усиливают внимание к внутреннему миру и взаимодействие с другими. Рыбы ощущают, что все действия, предпринятые в течение года, начинают складываться в единую картину. Полнолуние 24 ноября в Близнецах подчеркивает важность коммуникации и гибкости. Вы учитесь управлять потоками информации, выбирать, что важно, а что нет. Это месяц гармонизации отношений, укрепления личной позиции и внутреннего стержня. Декабрь. Завершение и осознанный итог. Солнце в Стрельце с 22 декабря напоминает о движении к новым горизонтам. Меркурий, Венера и Марс создают поддержку для подведения итогов, завершения проектов и подготовки к следующему году. Вы ощущаете, что сделанный шаг в настоящую жизнь уже не размытый образ. Это реальность, наполненная опытом, результатами и внутренней опорой. Полнолуние 24 декабря в Раке подводит эмоциональный итог года. Вы видите свои достижения, осознаете свои силы и возможности. Внутреннее ощущение завершенности позволяет встречать следующий год с уверенностью, что каждый шаг подкреплен опытом, ответственностью и честностью с собой. 2026 год – это время осознанных шагов и проявления внутренней силы. Рыбы начинают видеть, что жизнь не приходит извне, ее строят собственными действиями, честностью и вниманием к себе. Финансы, проекты, отношения и здоровье становятся прозрачными, управляемыми и гармоничными. Внутренняя сила, которая формировалась весь год, становится опорой для будущих достижений и новых горизонтов. Год закрывается ощущением завершенности. Рыбы делают первый полноценный шаг в настоящую жизнь. Вы понимаете, что прошлое отложено, настоящие действия осознанные,
а будущее открыто и наполнено возможностями. Дорогие друзья, если прогноз вам понравился и принес пользу, поставьте лайк, поделитесь им с друзьями, подпишитесь на Астроквазар. Также на канале вышли гороскопы и для других знаков на 2026 год. Вы можете найти их по ссылке в описании или в плейлисте на канале. С вами был Игорь. До скорого!